Владимир Долгий. Неправда. У художника результат статичный. Готовая картина. У музыканта и танцора результатом является исполнение, которое имеет временные рамки и скорость. Кто бы спорил. Я много раз говорил о том, что для меня главное в живописи показать процесс, чтобы у зрителя возникло ощущение, что художник отошел, сейчас скоро вернется, и картина своей незаконченностью привлекает внимание. Для меня, я такой вот странный. И процесс в живописи, я все время думал, как его показать. Очень хочется. Но согласитесь, Владимир, что есть работы, в которых движение показано. Не будем же спорить. Например, роденовский мыслитель. Винт такой, движение в картине, ракурс. Плюс еще, если незаконченность. Кстати, у Микеланджело очень много специально незаконченных, недорубленных работ. Сочетание камня в его естественности, плюс в нем что-то там вырубается, какие-то части. Наверняка знаете об этом. Я просто живьем видел его работы в Милане, например. Это очень сильное впечатление. Мы же часто с вами слышим, что работа не закончена, белые края сбоку, где-то недокрашено. А может быть, художник специально оставил белые края у картины, холст чистый. А может быть, Микеланджело специально не додолбил там какие-то куски камня, чтобы показать сам процесс. Это же очень интересно. Хотя бы допустите, что это возможно. Я же не совсем идиот, чтобы не понимать, что готовая картина отличается от танца или от чего еще. Исполнение музыкального произведения, кино и так далее. Вчера был на набросках, в конце ролика я покажу то, что сделал. И когда модель спрашивает, что вам показать, я всегда говорю одно: движение, пластику. Для меня картина звучит богаче, если в ней есть движение, если она не закончена. И если показан вот этот неуловимый процесс создания. Когда мы наблюдаем за работой художника, мы с вами отлично все хорошо знаем, что в любой момент времени работа его закончена, но это же не слова, а ты видишь, что она уже закончена. И художник сам решает, когда остановиться. Но если она уже закончена, то есть мы видим, что уже все, то это и есть то, о чем я говорю, показать процесс живописи в его незаконченности. Можно назвать еще это намеком. В разговоре я лично очень ценю намек. Мне не нужно долго рассказывать, мне нужно только дать просто направление. Я сам все пойму. И так каждый, мне кажется. Сергей Подгайный. Нравится. Иногда проскакивают черные полоски на теле. Думаю, это страсть автора. Наверное, вы имеете в виду, что касание кисти такое легкое, да? И прокладывается мазок не полностью, как забор, валиком прокрыл или кисточкой несколько раз, а легко. И вот это, как у японцев там рисуется, я не знаю, иероглиф такой размашистой кистью мягкой, и где-то она проскакивает, где-то фон остается. Это моя страсть, мне нравится. Это опять из области незаконченности, из области того, что мазок живой тогда. В нем могут разноцветия быть в одном мазке, столько там цветов. И все это вот так вот на проскоке, на незаконченности создает определенный, я не знаю, финт такой. Какая-то особая стилистика, она мне близка. Я стараюсь это использовать. Иногда, не всегда. Кра Васил. А возможно ли стиль без мастерства, да? А возможно ли сытость без борща, например? Не знаю. Скажите, помощь зала нужна. Возможно ли стиль без мастерства? Нет, наверное, если так подумать хорошенько, наверное, возможно. Например, дырки на штанах. Продранные такие все. Тут же мастерство особенное не нужно, где продрать и насколько. Одну побольше, одну поменьше. Кстати, композиция. Я видел недавно одну даму, буквально сейчас, прямо вчера. У нее
дырка такая, что видно прям весь огузок весь. Ну, так сказать, бедро и булки прям видны. Ну, большая дырка на джинсах, одна. Ну, вот такой стиль без мастерства, абсолютно никакого мастерства. Но красиво было смотреть. Мир уцелел, потому что смеялся это Ник. Какая билиберда. Институт готовит на вечно безработных. Именно вот таких профессионально и интеллектуально полуграмотных заменяет ИИ, искусственный интеллект. Речь о том, что Академия художественного Репина готовит безработных. И, в общем, искусственный интеллект прям такой очень грамотнее всех, да, и он заменяет. Ну, а может он написать, я не знаю, хайку, например? Ну, наверное, сможет. Но у меня есть абсолютное убеждение, что никогда машина не сделает, я не знаю, совершенной музыки, совершенной живописи, ну и так далее, совершенного текста. Если какой-то договор составить, какой-нибудь кляузу написать, наверное, он, да, легко. А вот что касается творчества, где душа вкладывается, это уж извините. Ну, готов поспорить, спорить не люблю, но, может быть, вы подскажете, какие мнения насчет искусственного интеллекта относительно живописи, ну, к художникам, да, вот заменит ли он художников или нет. Или они действительно будут безработные, полуграмотные всегда. Ну, полуграмотность зависит еще от того, что как бы образование тебе дадено, да, но получил ли ты его, зависит от ваших усилий, от наших, когда мы учимся, насколько мы вот вкладываемся в это дело. Живем ли мы вот так бесконечно этим рисунком или живописью, там, снятся ли нам цвета, синий, красный, все это вот. Есть ли такие сны? Или все спокойно, соловьи поют, ничего не происходит. Павла Замаи, правильно, Вячеслав, пишите девок, если есть возможность. Ну чего ж нет, да побольше работ, просто балдеж. Да я сам балдею. Наброски это, вот, кстати, движение, да, пластика, это вообще, это можно ничего не делать, не рисовать, а просто любоваться совершенством человеческого тела, которое принимает различные, ну, пластические такие формы. Ну и когда ты начинаешь работать, вот сейчас меня сильно пробило на акварели, я изучаю этот материал, прям так с пристрастием, и мне очень нравится, какие возможности вырисовываются у нее. Вы увидите в конце ролика новые работы. Я прям получаю большое удовольствие и понимание, как ей нужно работать. Ну а девок, да, если в вашем городе нет, не проводят наброски, сами организуйте. ВКонтакте забили там натурщица и просто на улице кого-нибудь пригласите. Ну, в конце концов, не обязательно прям красотку. Ну, пригласите, я не знаю, того, кто нуждается в деньгах, на улице кого-нибудь. Ну, он будет только счастлив, будет вообще каждый день звонить и проситься. Портреты порисуйте, но в труселях порисуйте. Мужчин, в конце концов. Почему обязательно дам? Микеланджело сплошь прям мужиков очень лепил. Не знаю уж чего так. User RX, пара слов по поводу картин на стенах. Можно, конечно, использовать стены по прямому назначению. Из сострадания к мухам оставить им жизненное пространство для свободного ползания. Это литература. Но вряд ли кто-то станет спорить, что в доме, где висят картины, вся атмосфера наполнена совершенно особенной энергетикой. Это совсем не дом скучного мещанина, где такая тоска, что хочется незамедлительно повеситься. Ничего себе желание повеситься. Соприкосновение с искусством поднимает человека до неба, с большой буквы. Тут дело вовсе не в самолюбовании или в хвастовстве. Тут дело... жизнь творческого человека – это волшебство, магический процесс превращения из примитивного биоробота в подлинного человека. Нужно отдаться ему с головой, утонуть в творчестве
И, разумеется, важно себя возбуждать и понуждать созерцанием плодов творческого труда, как витиевато пишет юзер RX. Обязательно нужно развешивать картины по стенам. Можно, в принципе, одной вот этой фразой было ограничиться. Да? Ну, извините, это же интересно, вы пишете письма какие. Это же целое эссе. Ну да, Вера Штайн, правильно, Вера, я произношу твою фамилию? Ну, мы знакомы, была у меня на нескольких классах. Она живет, по-моему, в Швейцарии, да, Вера? Так вот, она написала большие работы и развесила у себя на стенах и пригласила гостей. Ну, дабы как бы, чтобы они полюбовались, удивить их захотела. Они все время разговаривали, вино пили, но никто из них даже не обратил ни одного внимания, что картины кругом вообще везде висят. Просто ни одного внимания, никакого внимания. Я замечаю, что заходят иногда, давно уже не было таких людей, но все-таки люди, которые просто проходят на кухню, там, в туалет. Ну, а вот у меня много картин висит, везде. Но они же заняты другими делами, другие просто обстоятельства. Их интересуют какие-то более серьезные проблемы. Разговоры касаются зарабатывания денег, кто как выглядит, кто какой, и какие они хорошие, и какие все плохие. Ну, в общем, ограниченные такие темы для бесед. Слава начальнику нашего госпиталя, такие люди к нам в коридоры, в палату заходят все меньше. Так что я за то, чтобы вы развешивали картины на стенах, а те, кто любит живопись, чтобы покупали живопись, потому что лучшая награда для художника не слова, а когда кто-то покупает его работы. Я имею в виду ваши работы. Так что развешивайте и приглашайте друзей и участвуйте в выставках. Катя Сесли, какую из ваших многочисленных волшебных работ, спасибо, Катя, вы бы хотели видеть в качестве визитной карточки вашего творчества после смерти? Ту самую, ради которой был ваш путь, так сказать, результат всей вашей живописной деятельности. Как у да Винчи, Джоконда, например. Говорят, что да Винчи писал, а потом некоторые работы он носил в лес. Правда это, неправда, не знаю. И почему носил, вот остается поразмышлять. Ну, вы знаете, лучшие работы еще не написаны, у меня большие планы. Помирать не собираюсь в ближайшее время. И вот в этих планах есть работы, ради которых я живу. Для меня самое главное — показать красоту человека, что он по образцу и подобию нашего начальства создан. И всеми силами я пытаюсь это показать. И это касается, кстати, и пейзажей, и натюрмортов тоже, потому что я пишу свет. Мы все произошли из света и уйдем в свет. Ну так и он может отражаться в глазах, я не знаю, на апельсине или в пейзаже, когда солнце освещает предметный мир, и мы приходим в некое экстатическое состояние, когда все же любят солнце, когда видим вот эту красоту небесную. Мы же, представляете, вот тихо кругом. Ну, есть места, где и не очень тихо сейчас. Но представляете, мы же забываем о том, что мы летим 30 километров в секунду, по-моему, если я не ошибаюсь, поправьте физики. Это угловая скорость вращения Земли. Это только она крутится вокруг оси. 30 километров в секунду. Раз, и я пока говорил, уже мы пролетели с вами, я не знаю, 500 километров. И еще вся эта махина, наша Земля, крутится вокруг Солнца и вообще вся в движении. И тихо, потому что нет трения. Мы же в вакууме причесываемся. Так что ставьте лайки, ну, в смысле, нажимайте кнопку «Нравится», если нравится. Если нет, то не надо нажимать. Ну и, конечно, подписывайтесь на канал, будут еще видео, поэтому надо колокольчик нажать, чтобы не пропускать их. Комментируйте, задавайте вопросы, прям сильно комментируйте. Сегодня
Очень много я жду от вас комментариев. Катя, но пока что такой одной работы у меня нет. Я буду стараться думать над этим и создавать серию таких работ. Уже какие-то значимые работы есть, но я их буду показывать на выставках, и чтобы вы увидели все. Хочу предложить вам еще одно кино после этого, называется «Доулучшить работу». Там прошу тоже отметиться в журнале. Это трудное дело отмечаться. Ну, пока.